Добрый день! В этом видео я расскажу о мифологических представлениях кельтов. В основе религии кельтов лежит идея реинкарнации. Их загробный мир был не мрачным обиталищем, а, вероятно, местом отдыха душ перед возвращением в мир людей. У кельтов было много богов. Наиболее изученные боги Ирландии, которые сменяли друг друга целыми племенами – фаморы, порталоны, немеиды, фирболги, туаты, гайделы. Перед вами попытка приблизительной реконструкции генеалогического древа кельтских ирландских богов. Первыми на остров, согласно мифам, прибыли фаморы. Это уродливые существа огромной силы. Они описываются с одной рукой или одной ногой, потому что принадлежали загробному миру, из которого брали свою мощь. Но так как врата между мирами закрыты, то фаморы не могут пойти в мир живых полностью. Исключение составляет праздник сбора урожая и Нового года – Самайн, который отмечали в начале ноября. Если вы помните, то у римлян и этрусков также в день сбора урожая открывался проход между мирами – Мундус. Когда после принятия христианства 1 ноября стали праздновать День всех святых, то древний кельтский Новый год превратился в Хэллоуин и подвинулся на 30 октября. В Самайн принято было очищаться, прыгая через костер, или проходить между двух высоких костров, что, конечно, напоминает славянские развлечения на Купалу. Любопытно, что по одной из версий, как только фаморы полностью оказываются в потустороннем мире, уродство исчезает. Прародительницей народа была богиня Домну, морская бездна, а самый значительный персонаж – Балор, который убивал взглядом своего единственного глаза. Друиды предсказали ему смерть от руки внука, поэтому он заточил в стеклянную башню свою дочь Этлин. Обратите внимание, как сюжет перекликается с множеством подобных в мифологии Греции, да и Рима. Сын бога-врачевателя Диан Кехта, Киану, смог к ней проникнуть, и она родила Луга, а чтобы Балор не узнал, отправила его на воспитание к папе. Спустя много лет мальчик убьет деда, но мы забегаем вперед. Через 200 лет после фаморов в Ирландию приплыли порталоны. Точнее, порталон Максера с женой, 3 сыновьями, 3 невестками и, по одной из версий, своим народом. Случилось это после Всемирного потопа. Так что если рассматривать вариант, что приплыло семейство без народа, то сходство с библейским сюжетом про Ноя налицо. Пришли они с Запада, который во многих древних культурах ассоциируется со смертью. А ирландцы помещали там острова блаженных. Да и имя отца порталона, Сера, переводится как «Запад». Еще через 10 лет состоялась битва при Мак-Ите между фаморами и порталонами. Первая в истории Ирландии битва. Но никто не погиб, поскольку велась она при помощи магии и колдовства. При порталонах впервые в Ирландии случилась супружеская измена, ревность, приговор, право жены порталона, рыбалка, охота, земледелие, построено первое жилище и гостиница, создан котелок и изобретено пивоварение. Племя порталона создало на острове 7 озер и 3 равнины. До них у фаморов была 1 равнина, 3 озера и 9 рек. Через 300 лет после битвы, 1 мая, в первый кельтский день лета, все порталоны умерли в течение недели от неизвестной болезни. Спустя 30 лет в Ирландии появились новые гости. Вождь Немед, 4 мужчин и 4 женщин. И они тоже пришли из страны мертвых. Немеды создали 12 равнин, 4 озера и 2 первые крепости. Для постройки рва у одной из крепостей были наняты 4 мастеров, которые сделали свою работу необычайно быстро. Немеда такая прыть напугала, и он приказал их умертвить. Но оказалось, что это были фаморы, и разразилась война. Немеды выиграли 4 сражения, но их победил Мор. Многие погибли, в том числе и сам Немед. Остальные должны были платить дань урожаем, молоком и новорожденными в праздник Самайн. Спустя некоторое время немеды собрались силами и дали бой, но в итоге им пришлось уплыть из Ирландии. 2 сына Немеда, Иоборн и Старн, увели своих людей.
Первый на север, где сформировалось племя Туат-де-Данан, а второй в Грецию, там они станут народом Фирболг. Когда Старн и его люди попали к грекам, то выполняли там тяжелую работу, таская в мешках землю на скалы. Болг переводится с ирландского как «мешок». Отсюда Фирболг – это люди мешков. Позднее народ вернулся в Ирландию, и, вероятно, ничего им там уже не мешало. Они заложили основы королевской власти, а правление Эохайда Мак-Эрка – это золотой век, без дождей, но с урожаем и правосудием. Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока через 37 лет после прибытия фирболгов домой не вернулись Туат-де-Дананы, племена богини Дану. Им показалось, что будет справедливым поделить остров пополам, но фирболгам эта идея не понравилась. Однако в схватке при Мактуирет потомки Старна проиграли, и им пришлось довольствоваться малой частью Ирландии, современной провинцией Конахт. Дело в том, что туаты заключили союз с фаморами, а еще у них было 4 магических предмета. Копье сияющего бога Луга, которое всегда приносило победу, котел бога земли Дагды, который мог накормить любое количество народу, но еще помогал остановить копье Луга. Для этого надо было наполнить его кровью или ядом и опустить туда копье. Меч предводителя Нуаду, который бил без промаха, и камень Фаль, магическая функция которого была в том, чтобы громко орать, когда на него вставал будущий король. Итак, война закончилась. Племена богини Дану победили, но возникла проблема с их королем Нуадой. Он потерял в битве правую руку, а увечный правитель не может привести народ к процветанию. Пришлось уступить трон полуфамору Бресу. Однако и тут не задача. Королем он оказался дрянным, страна пришла в упадок. А когда его вежливо попросили оставить трон, побежал жаловаться папе. Тот познакомил его с Балором. Вы помните этого одноглазого фамора, который убивал взглядом? Королем туатов снова был Нуада, получивший прозвище Аргитлам, Среброрукий, потому что Диан Кехт сделал ему серебряную руку. Но народ продолжал платить дань фаморам, которые установили еще при Бресе. Однажды в королевство пришел богатый разнообразными талантами полуфамор Луг. Нуада уступил ему трон, и случилась битва, в которой остановил Балора, как вы уже знаете, именно Луг, его внук. Камнем из пращи он попал в смертоносный глаз, который выпал с обратной стороны пробитого насквозь черепа и уничтожил часть фаморов. Плененный Брес откупился секретами плодородия. Война длилась долго, а в это время далеко-далеко в стране мертвых Испании жил народ гайделов. Один из них по имени Бергон построил башню. Его сын Ит забрался на нее, увидел в дымке Ирландию, которая поразила его своей красотой, и отправился ее искать. На острове он был убит по приказу королей племени богини Дану. Гайделы во главе с внуком Ита Милем приплыли отомстить. А местные, поняв, что не могут справиться, накинули на себя магическое покрывало и ушли в потусторонний мир, где раньше жили только фаморы. Сыны Эмиля стали прародителями современных ирландцев. Обратите внимание, что все божественные народы связаны со страной мертвых. Фаморы наполовину находятся там. Порталоны прибыли с запада, стороны смерти. Немеды из страны мертвых. И гайделы из Испании, тоже страны мертвых. Это косвенно подтверждает версию, что для кельтов загробный мир – это временное место обитания, после которого можно вернуться. При этом фаморы и туаты уходят в потусторонний мир и могут из него возвращаться, хотя нет уверенности, что он и есть загробный. Порталоны умирают. Непонятно только, что стало с фирболгами. Может быть, они или их потомки до сих пор живут в Конахте. Кроме перечисленных божественных народов, стоит упомянуть еще несколько общих кельтских богов. Таранис – бог-громовник, жертвы, которые приносились ему, сжигались. По свидетельству Папсания, гром пугал кельтов и мешал адекватно выполнять команды. Таранис похож на римского Юпитера. Тифтат – бог общины, жертвы ему приносились через утопление в бочке, по некоторым данным схож с римским Марсом. Езус –
вероятно, отвечал за плодородие. В жертву ему предназначались повешенные на деревьях. По ряду функций похож на римского Меркурия. Его изображали с серпом около дерева. Возможно, это ритуальное обрезание Амелы. Вместе с двумя предыдущими богами включается в гальскую верховную триаду. Кернон – лесной или так называемый рогатый бог. Бригантия или Бригитта – богиня войны, ремесел, благосостояния и плодородия, воды, врачевания. Она помогала женщинам при родах, покровительствовала поэзии и поэтам. В определенной степени схожа с римской Минервой. Ей был посвящен второй по значимости праздник после Самайна – Имболк, который отмечали в конце января. Еще кельты поклонялись духам конкретной местности. Этот аспект сближает их с другими анимистическими верованиями. Как вы видите, религиозные представления кельтов с одной стороны достаточно самобытные и оригинальные, а с другой стороны, конечно, обнаруживаются параллели с другими культурными традициями народов индоевропейской праобщности. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, делитесь в соцсетях. Спасибо вам за внимание.